Маленький мальчик по имени Даниэль лежал в больнице. Его тело было истощено болезнью, а врачи, казалось, уже потеряли всякую надежду. Он был слаб, безжизнен, и его глаза не открывались уже несколько дней. Его семья была опустошена, и каждый день казался все более тяжелым, но ни мать, ни отец не могли оставить сына. Они надеялись, что чудо случится, несмотря на все прогнозы. Даниэль был необычным ребенком. Он всегда был полон энергии, играл с друзьями и обожал своего верного пса по имени Макс. Это был огромный золотистый ретривер, всегда рядом, всегда готовый поддержать. Он был с мальчиком с самого детства, и их связь была чем-то особенным. Однажды утром, когда врачи пришли на очередной осмотр, они заметили, что в палате чего-то не хватает. Макс, который всегда следовал за Даниэлем повсюду, теперь отсутствовал. Мать мальчика жала руки, пытаясь скрыть тревогу. Но в тот момент, когда врачи начали разговор, в палату ворвалась собака, вся в слюне и с взволнованным взглядом. Он пробежал прямо к кровати Даниэля, начал с нетерпением обнюхивать его, теребить его руку и прыгать вокруг него. Врачи замерли, не понимая, что происходит. Они наблюдали, как собака в возбуждении касается носом лба мальчика, затем его руки и ноги. И в тот момент, когда Макс потерся головой о руку Даниэля, произошло нечто неожиданное. Мальчик резко открыл глаза. Сначала все в палате замерли. Это было как волшебство. Даниэль, почти не веря своему состоянию, начал двигать пальцами. Он был жив. Все тело, которое было холодным и неподвижным, вдруг отреагировало. Мальчик сделал несколько глубоких вдохов. Его лицо просветлело, а сердце затопило ярким ощущением жизни. «Это невозможно», – прошептали врачи, глядя на происходящее. «Как такое может быть?» Но их удивление только усилилось, когда Даниэль через несколько минут встал с кровати и сделал первые неуверенные шаги. Его тело больше не было таким слабым. Как будто вся энергия, которую он потерял, вернулась через ту самую связь с Максом. Удивленные врачи, которые не могли объяснить происходящее, начали говорить, что это настоящее чудо. Для семьи Даниэля не было сомнений. Макс был настоящим спасителем, и без него этот момент был бы невозможен. Собака, которая привела мальчика к жизни, стала символом надежды, преданности и силы любви, которая способна творить чудеса. С каждым днем Даниэль восстанавливался все быстрее, и врачи не могли поверить в то, что они стали свидетелями. Многие говорили, что это чудо произошло благодаря невероятной связи между мальчиком и его верным другом. Так, через много дней Даниэль вернулся домой, а Макс был рядом с ним, как и всегда, верный, надежный, готовый защищать и поддерживать своего маленького друга. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.